Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 26 ноября, воскресенье, но у меня еще поздняя вашингтонская ночь. И я продолжаю в этом видео рассмотрение доклада Германского совета по международным отношениям, согласно которому Германия ожидает практически неизбежное нападение Российской Федерации на Германию, а также на другие европейские страны НАТО. И в этой связи, в этом докладе, исследовании содержится целый набор достаточно детальных мероприятий, направленных на превращение Германии в осажденную крепость. Здесь же указаны сроки, в течение которых Германия должна это сделать. Срок примерно от 5 до 9 лет. Но когда я сказал, что неизбежного нападения, все-таки есть исключение из этого правила, как ожидается. Только одна страна может исключить возможность нападения России на Германию и другие европейские страны НАТО. И это происходит, это описано в самом докладе. То есть Украина, от Украины зависит, нападет ли Мордор на Европу, на страны НАТО или нет. Напомню, что Германский совет по международным отношениям – это одна из крупнейших в западном мире фабрик мысли или аналитических центров. Один из них под названием Совет по международным отношениям находится в США, в Лондоне находится Chatham House, ну и третий вот в Германии Германский совет по международным отношениям. Работы это внепартийный исследовательский аналитический центр, и его работы носят практически прикладной характер, то есть они готовят рекомендации для высших органов власти. Ну и считается очень влиятельным не только в Германии, но и вообще в странах НАТО. Ну и теперь мы подходим к самому основному. Я закончил на том, что практически то есть Германия должна подготовиться для того, чтобы вот когда начнет открываться это окно возможностей для российской агрессии, чтобы Германия, преобразовав свой военный потенциал, чтобы она была готова к отражению. Что можно сделать для того, чтобы изменить время вот этого окна, когда она открывается? По мнению аналитиков, которые составили этот доклад, существует 4 направления, в ходе которых НАТО может предпринять соответствующие действия для того, чтобы укрепить свою оборону в преддверии ожидающейся российской агрессии. Вариант первый. Германия может выиграть время. А тут она идет на перегонки. То есть Россия, у нее окно для нападения через 6-10 лет после того, как закончатся активные боевые действия в Украине. Пока она там увязла в Украине, никакого нападения на Западную Европу не будет. Так вот, значит, после того, как закончится 6-10 лет, Россия будет готова для нападения, а Германия должна подготовиться на год раньше. То есть для нее сроки 5-10 лет. Как выиграть время? Рекомендация. НАТО должна использовать время, оставшееся до окончания интенсивных боевых действий в Украине и начала восстановления вооруженных сил России. То есть Россия может приступить к восстановлению своих вооруженных сил, только закончив активное боевое действие в Украине. И что надо сделать? Логически, правильно. Это означает, что должна сделать Германия и вообще все страны НАТО. Усилить поддержку Украины до такой степени, чтобы украинские вооруженные силы имели шанс нанести России поражение на украинской территории в ходе следующих наступательных операций. Ну вот вам ответ журналу Bild. Где здесь рациональное зерно для оказания давления на Украину, чтобы она вступила как можно скорее в переговоры с Путиным? Нет его. Оно напрочь отсутствует. Поэтому я вам говорю регулярно, что вот этот тезис о том, что якобы Запад давит там, на Банковую, на Зеленского, это все отклики, так сказать, российских ИПСО, российских активных мероприятий. То есть
усиление поддержки, военной, прежде всего, поддержки финансовой ВСУ не только приведет к дальнейшему снижению боевой мощи Российской Федерации, но тем самым НАТО смогло бы продемонстрировать свою решимость России приступить к силовому, так сказать, к силовой борьбе с агрессором потенциальным. Давно пора продемонстрировать эту решительность, да, решимость. Как-то так вот мы все знаем, особенно у европейских стран не ахти это получается, но вот наконец-то их озарила эта глубокая мысль, что пока нужно показать, пришло время показать кулак бледной моли. Решимость и в то же время активизация военной поддержки Украины, нанесение поражения там может убедить кремлевское руководство, что лучше дальше не лезть, лучше на этом остановиться. То есть величайшее значение идеи не только продолжение, а расширение оказания военной помощи Украине. Второе. Интеграция Украины в европейский сектор обороны. Рекомендация. Европа должна немедленно начать работу с Украиной по планированию и реализации долгосрочной интеграции страны в западный сектор обороны и вооружений. Украина уже является частью западной системы обороны. А объявление членства в ЕС и НАТО еще больше укрепит эту связь. Вот они, союзники Украины, Германский совет по внешней политике, который считает, что настало время не только в ЕС, но настало время НАТО. Я вам неоднократно высказывал свое мнение по этому поводу. Если бы в Украине во властных структурах обстояло дело так, как в Финляндии и в Швеции, то, наверное бы давно уже Украина была в ЕС и гораздо ближе к НАТО, чем она находится в настоящее время. Учитывая, что конфликт с Россией, вероятно, будет продолжаться десятилетиями, конфликт, тут надо понимать, что Россия не будет дружественной страной, речь не идет о горячем вооруженном конфликте. Но тем не менее, то есть считается, что Россия вообще отрезана от западной цивилизации на многие годы, на десятилетия, по крайней мере. И все это время Украина по-прежнему будет иметь исключительное геостратегическое значение для безопасности Европы. Вот этим и должен заниматься МИД Украины и вроде бы перестали обзывать всякими нехорошими словами канцлера Шольца, а вежливо показывать им, что мы в Украине понимаем, насколько мы вам нужны, и поэтому мы вам позволяем оказать нам эту помощь для того, чтобы мы вас защитили. Нужно делать все это деликатно, дипломатично, но твердо и настойчиво, потому что они уже поняли в письменном виде о том, что Украина играет ключевое значение. То есть от этого же все зависит, понимаете? Что дальше произойдет в Украине? То ли у Германии 5 лет для подготовки к российской агрессии, то ли 9. Разница огромная. В одном случае это, так сказать, на скорую руку проведенные реформы и мероприятия, в другом в 2 раза больше времени на подготовку. Но и по суммам, так сказать, одно дело, пока враг там завяз на полях сражений Украины. Другое дело, когда он оттуда уже вышел, и тогда надо свои евро быстро тратить. То есть разница в подготовке и в стоимости оплаты вот этих всех мероприятий, она опять-таки в значительной степени зависит от Украины. Следующая рекомендация – установление более сбалансированных отношений с Соединенными Штатами. Как здесь отмечается в докладе, а он вышел совсем недавно, это сейчас канун начала, да, собственно говоря, она уже началась, предвыборная президентская гонка в Соединенных Штатах. Все эти планы, пишут аналитики Германии, омрачаются опасениями, что Соединенные Штаты могут сократить свою поддержку обороны Европы. Имеется в виду, они прямо не указывают, но имеют в виду, что в случае прихода Трампа вообще НАТО может приказать долго жить. Хотя, высказывая это опасение, немецкие аналитики
тем более подчеркивает важность вот этой программы десятилетней, которую они наметили. То есть она должна осуществлена быть так или иначе, вне зависимости от исхода президентских выборов в Штатах. Поэтому и на оборону свою они должны тратить, ну, во всяком случае, примерно одинаковые суммы. И стимул их оказания помощи Украине должен быть не меньшим, в случае, если Трамп придет к власти здесь, а может быть и большим, чем в настоящее время. И вот что они рекомендуют. Европейцам следует использовать необходимые условия по достижению собственного военного потенциала. Логично. Ну и достижение более сбалансированных отношений с Соединенными Штатами Америки. Что они под этим понимают? Они понимают, что до сих пор Соединенные Штаты платили и в НАТО, и оказывали помощь Украине гораздо больших размерах, чем сама Западная Европа. Вот они пишут, что сейчас настал благоприятный момент. Не было счастья, так несчастье. Трамп и республиканцы помогло. США ожидают в создающихся условиях, что Европе придется быть более самостоятельной в обеспечении своей безопасности и финансировании всех мероприятий, связанных с этой безопасностью. То есть речь идет о том, чтобы наконец-то дойти до 2% ВВП на оборонные нужды, а может быть и превысить. Ну и сделав это, то есть увеличив свой финансовый вклад, усилия в укрепление своей собственной обороноспособности, Германия, НАТО помогут президенту Байдену в его предвыборной кампании, потому что это лишит возможности противоположного кандидата, который, как ожидается, может быть, Трамп, кричать, что вот Байден, демократы транжирят деньги американских налогоплательщиков. Видите, немцы, здравомыслящие, если можно так сказать, был такой распространенный термин в Советском Союзе, здравомыслящие там, граждане Германии или Соединенных Штатов. А вот в Германии здравомыслящие считают, что надо помогать президенту Байдену. Иначе мы можем оказаться в состоянии большой неопределенности. Следующее, что может сделать Германия для того, чтобы так во временном плане выиграть время и улучшить позиции для подготовки к российской агрессии. Ограничить российское производство. Здесь указывается, что надежды, связанные с санкциями, во многих случаях не оправдались. Ну, о чем они не оправдались, мы знаем, почему и так далее. Но, тем не менее, всякие ограничения торговые дают возможность все-таки сдерживать, препятствовать развитию российской военной экономики. И что необходимо? Значит, как показывает война в Украине, Мордор в основном ориентируется, война такая, не новейшими достижениями военной технологии, а массой, количеством оружия, которое может быть достаточно устаревшим. Поэтому и при экспортных ограничениях для России нужно исходить из того, что нужно запрещать не просто там технологии или компоненты для производства там супер-пупер какого-то оружия, а всех комплектующих и технологий для производства уже известного и даже устаревшего оружия. Типа вот снарядов, которые подарила или там продала Северная Корея Российской Федерации. То есть, как здесь говорится, технологии, которые на Западе могут показаться устаревшими, в России вполне достаточны для ведения войны. То есть нужно расширить номенклатуру запретов на экспорт в Россию. С другой стороны, никоим образом нельзя оставлять без внимания перспективы развития новейших технологий. Кстати, новейшие технологии – это то, что указывал генерал Залужный в своем известном эссе для журнала The Economist. Следующий раздел доклада. Германия должна совершить квантовый скачок в связи с ожидаемым нападением Российской Федерации. Квантовый скачок.
Дальше они перечислят, что нужно сделать. Так вот такая, читая это, мне не могла не прийти в мысль, в голову, что вот такое решение, к такому решению должно было прийти руководство Украины, ну, скажем так, где-то весной, может быть, в апреле, летом 2014 года, когда не только теоретически было понятно, что агрессия России возможна, она уже состоялась. И нужно было готовиться, уже тогда подготовить лучшие умы Украины, должны были подготовить вот такой план. И я знаю людей, которые могли это сделать, но они не востребованы, к сожалению, сейчас. И подготовить этот квантовый скачок сначала в виде аналитического документа, а потом осуществить его. И тогда бы ситуация накануне 24 февраля была бы совсем другой. И был бы создан бы потенциал, вот как сейчас собирается сделать Германия, разубеждение агрессора. То есть не надо, Вася, не надо сюда лезть, иначе получишь. А вот не было такого квантового скачка. Не то, что там произведено, о нем даже никто не думал. Да и вот результат. То есть учиться никогда не поздно. Независимо, когда будет достигнута эта победа, она будет достигнута безусловно, нужно будет принять соответствующий, сделать соответствующий мозговой штурм, определить дальнейшие пути развития обороны страны и действовать быстро и решительно. Так вот, что считает Германия надо сделать для этого квантового скачка? Превратить Бундесвер в сильнейшую армию Европы и основу обороны всех союзников НАТО европейских. Германии придется совершить качественный скачок для реконструкции Бундесвера, который сейчас, как вы знаете, представляет собой весьма жалкое зрелище. Это первое. Реконструировать Бундесвер. Второе. Обновление оборонно-промышленной базы ВПК, которая тоже в последние десятилетия как-то так было в положении изгоя. И второе, это самое по времени сложное, но самое важное, это подготовить общество к тому, что страну нужно превратить в осажденную крепость. Это называется укрепление или повышение жизнеспособности или жизнестойкости, приспособляемости или приспособленности общества к большой войне. В этой связи планируется объявить десятилетку безопасности. Ну вот тоже по аналогии. Это десятилетие, и даже не десятилетие, а фактически 9-летие безопасности должно было начаться в Украине, ну так, в крайнем случае где-то летом 2014 года. И самая сложная часть вот, в ходе этой десятилетия безопасности из триады, которые необходимо исполнить действия, то есть реконструировать Бундесвер, поднять, оживить военно-промышленный комплекс. И третий – это укрепление единства, выносливости, готовности к обороне. Ну, понятно, бюргеры за последние 30 лет после развала социалистической системы расслабились, мозги, организмы поросли жирком, и сейчас их надо обратно возвращать к аскетическим, ну, в какой-то степени, по сравнению с нынешним, годам холодной войны. Для того, чтобы изменить общество, вот подготовить к этому, необходимо изменить менталитет. А вы, как понимаете, это самое, наверное, сложное и по времени самое затратное мероприятие по времени и по усилиям. То есть одно дело запустить линию по производству снарядов, другое дело перестроить мозги большого количества людей, желательно всех. Как можно изменить менталитет всего общества? Это может произойти только в том случае, если общая оборона станет частью повседневной жизни в политике, экономике, ну и вообще повседневной жизни, культуре, повседневной жизни гражданского общества. Общество должно стать единым. Оно должно понимать, что оборона страны – это задача всех. И все должны быть в этом деле
как в едином порыве, все должны быть равны. Не должно быть ситуации, когда кому война, кому мать родная, одни там в ужасных условиях. Я смотрю в интернет, показывают бойцы. В хорошем настроении, кстати, бойцы ВСУ. Они шутят, еще смеются, показывают. Начали же дожди, что происходит у них там в землянках. И в это время молодые болтусы, полны сил, энергии, трещат на YouTube-каналах, откровенно говоря, что они работают на Ермака. Блин, вот как может общество таким образом выиграть войну, это загадка. Это может быть только Украина. Это только в этой стране нафиг не надо это государство, и выигрываются войны не благодаря, а вопреки так называемой владе. То есть должно быть единство общества, гражданского общества и власти, но не путем пиара, а на самом деле. Вот все едины. Никакого батальона монарха. Если ты выступаешь с умным видом, делая умное лицо перед экранами там, или перед объективами, то твой сынок, пасынок, доченька, они должны быть в Украине. Как вот в Великобритании. Как война, Фолклендская война, так туда наследные. Кто-то из принцев поехал участвовать в боевых действиях. В Афганистане он то же самое. Да? Писал Черчилль, как сначала вот этой воздушной войны Германии, Люфтваффе против Великобритании, лорды, цвет нации, аристократия, которая могла бы избежать всего этого. Шли люди, записывались добровольцами, занимались обезвреживанием бомб, которые падали, там, тушили пожары там, и так далее. Вот, собственно говоря, что это означает. В это же время, помимо воспитательных мероприятий по созданию этого общества, которое должно жить в государстве, представляющем собой крепость, должна была произведена зачистка агентуры вражеской, зачистка пятой колонны. Должны быть как-то так удалены, по крайней мере, из органов власти управления люди, известные своими связями, симпатиями к Раше. Вот тоже хорошо бы. Ну, по-моему, в Украине все это кричит прямо. Смысл, здравый смысл просто вопиет, требуя, чтобы это было произведено. Речь также идет о совершенствовании защиты от кибератак, дезинформации. В общем, должно быть учтено все, что происходит с учетом войны на Ближнем Востоке и войны на территории Украины. Правительство Германии должно положить начало необходимым изменениям в повседневной жизни, провозгласив совместно с Бундестагом, а также правительственными парламентами федеральных земель десятилетия безопасности. Это должен быть десятилетний общественный договор о подготовке Германии, ее общества к возможным будущим конфликтам. Вот Украине тоже обязан быть общественный договор. И, по моим наблюдениям, он есть. Есть общественный договор между ВСУ и гражданским обществом. И он работает как-то сам по себе. Гражданская власть не только этому не помогает, но, я готов доказывать это с реальными фактами, она, особенно в последнее время, активно этому мешает. Вот вместо этого всего, что сейчас я вам перечислил, что указывается в докладе, чем это все замещается в Украине? Властью. Вместо всего этого марафон и пиар. Отдельные умные заявления перед кинокамерами, там, фотоаппаратами представителей ОПА Ермака. Жиденько, славенько, господа. Это только, опять-таки, благодаря особенности украинского общества, которое колоссально отличается от менталитета российского общества. Там нужен царь, здесь царь нафиг не нужен. Самоорганизация страны – это высшая форма организации общества, его самоорганизация. Только бы не мешали.
Что касается закупки и оружейного оружия, что должно быть? Приоритет должен быть отдан инвестициям, которые же сразу же повышают военный потенциал Германии. То есть не строить там, не впутываться в долгосрочные многомиллиардные проекты, которые дадут отдачу там через большое количество лет, а сразу запускать производство боеприпасов, запасных частей, логистики, быстро развертываемых средств, а также малые беспилотники. Все это опираясь на опыт украинской армии, вооруженных сил Украины. Дальше, что надо производить? И вот тут интересно. Мы помним, что в эссе генерала Залужного в журнале «Экономист» там шла речь, что нам просто крайне необходимы новейшие технологии, новейшие открытия, только там мы можем выиграть. Немцы считают, что количество выше качества. То есть, когда речь идет о технике, Бундесвер должен полагаться на проверенные, уже испытанные системы, которые могут быть быстро произведены в больших количествах. В целом техническое качество существующих систем вооружений достаточно для того, чтобы достойно противостоять России. Ну, потому что западное оружие, как вы знаете, уже сейчас на этом уровне, оно выше качества, чем соответствующие образцы Российской Федерации. В этой связи планируемая система основных боевых танков, которые планировались в производстве, работа над которыми ведется, правда, ни шатка, ни валка, затем новая система воздушного боя будущего не будут готовы вовремя, поскольку их производство начнется только через 12-16 лет. Все, это идет на полку, на длительное хранение. Эти проекты. Это не значит, что в США они идут, а вот в Европе, видимо, они откладываются до лучшего будущего. Нужно, наоборот, нужно расширять производственные мощности. И среди них очень важно, это производственные мощности по выпуску танков и ракет, для чего потребуется только для того, чтобы их наладить и запустить не менее 2 лет. Как добиваться жизнеустойчивости, жизнеспособности общества? То есть это все железо будет произведено в нужном количестве. Воинские части будут сформированы, количество их будет расти. Будут они более крупные. Но все зависит от общества, как считают авторы доклада. А вот повышение жизнеспособности возникает на микроуровне, то есть вот в самом низу, где каждый конкретный человек. Но ему должны помогать, так это все, значит, граждане самоорганизуются при помощи государственных учреждений, местных органов власти, бизнеса, ассоциаций там, и так далее. То есть все эти структуры должны помогать гражданам. Я практически был на постоянной телефонной связи в первые дни российской агрессии. И мне рассказывали, особенно много у меня было связи с Харьковом, с Киевом, и мне мои товарищи рассказывали, насколько фантастическая была самоорганизация украинского общества. Вот так вот просто люди проявили себя молниеносно самым лучшим образом. Но вот где там, скажем, государственное учреждение, это другой вопрос. Немцы говорят, что нужно работать всем, и всем одинаково. Это все обеспечит жизнеспособность общества, это страховка, или, как сказать, стажировка, как они говорят, на устойчивость. Ну, в частности, вот что они предлагают в области военной службы. По их мнению, может быть, не стоит вот сейчас, накануне этого десятилетия, 9-летия, вводить сразу обязательную воинскую повинность. А следует сделать сборы, или, как они называют, стажировку для всех проживающих в Германии лиц. То есть, видимо, речь идет не только о гражданах, но и у тех, которых вид на жительство, в возрасте от 18 до 65 лет, чтобы они могли получить опыт работы в областях, имеющих отношение к тотальной обороне. Тотальная оборона, тотальное государство. Помните, да? 44-й, по-моему, год, когда Геббельс это провозгласил. Но сейчас это совсем другие цели, совсем другие задачи. Ну вот, краткое вам изложение этого доклада. А теперь позвольте сделать выводы и подвести резюме, еще раз
увидеть, где там Украина и что мы имеем и можем иметь с этого. От Украины, пункт первый, от Украины зависит, через сколько лет Россия может напасть на Германию и другие страны НАТО. Именно от Украины, повторяю еще раз. То есть, если они начинали доклад с того, что вот это окно, это зависит, когда Россия нападет, зависит от России, они, так сказать, имеют здесь инициативу, то потом к концу доклада они пришли, что Украина, вот как идет, как ведут ВСУ бои на полях Украины, вот от этого зависит, нападет ли вообще Раша, а если нападет, то когда. Судьба Европы в руках Украины. От Украины зависит готовность Германии к обороне. То есть через сколько лет она будет? Через 5, а у нее срок, помните, я вам говорил, от 5 до 9 лет. Им лучше 9. Больше времени, спокойнее, лучше можно подготовиться, больше качества будет вооруженных сил и ВПК. Опять-таки это зависит от Украины исключительно. Из всего вышесказанного могу прийти к выводу, что от Украины зависит, сколько денег и усилий придется потратить Германии на подготовку к отражению возможной российской агрессии. Еще и в деньгах, в денежном вопросе ключевую роль играет Украина. И здесь мы возвращаемся к вопросу, вот к этой мульке и ПСО по поводу того, что там все на Западе давят на бедную Олпу Ермака, чтобы заставить ее вступить в немедленные переговоры с Путиным. Но чем быстрее Украина договорится с Путиным, и, так сказать, Путин прекратит там боевые действия, тем меньше времени Германии на подготовку. Тем надо быстрее большее количество денег потратить на это. Тем быстрее и резвее, я бы сказал, придется бюргерам затянуть свои пояса. Чем дольше, тем как-то так медленнее привыкаешь, тем незаметнее это все происходит. Чем быстрее, тем это больнее. Поэтому от Украины же зависит, сколько времени, то есть сколько денег придется, и в течение какого времени придется затратить Германии для того, чтобы все это сделать. Кстати, и менталитет своих граждан перестроить то же самое. Самое слабое место Германии и НАТО – это подготовка жизнеспособности общества, менталитета. Его изменение образа жизни. От этого зависит устойчивость государства и его стабильность. И таким образом мы приходим к выводу, что от Украины зависит в конечном итоге стабильность общества, гражданского общества в Германии и во всех европейских странах НАТО. А стабильность общества – это значит стабильность государства, стабильность политической жизни, это стабильность государства уже, и стабильность политической борьбы, политических партий, и все это, получается, в конечном итоге в значительной степени зависит от Украины. То есть гарант стабильности Германии и Западной Европы – это Украина. И это следует из этого доклада. Вот, я думаю, господа, что нужно делать украинскому МИДу. Брать вот это все, связываться с представителями Германского совета по внешней оборонной политике и тесно с ними работать. Завязывать с пиаром, не надо тратить огромные средства на того, чтобы нанять на найм лоббистских структур в разных странах или на разных континентах для личного самопиара отдельных представителей администрации. Надо работать на Украину. Масса здравых мыслей. Украина должна быть в шоколаде, как говорят иногда в русскоязычной и украиноязычной диаспорах Соединенных Штатов Америки. Поэтому надеюсь, я вас убедил, что для Запада скорейшее вступление Украины в переговоры по сдаче страны Путину, что они никому не нужны. В Америке к этому не готовятся, там готовятся к другому и работают над другим. Да, и вот в Европе то же самое. На этом вот, господа, позвольте закончить это. То есть мы теперь представляем, как ситуация в отношении Украины сейчас, как дело обстоит в
в Соединенных Штатах Европы, в Соединенных Штатах Америки. Теперь, как это дело обстоит в Европе, в частности, в Германии, основного, так сказать, бойца европейской части НАТО. Ну и дальше мы поговорим по поводу того, что Китай там наготовит. Там, кстати, неплохие изменения происходят, потому что, ну, вы слышали, многие из меня у меня даже спрашивают, как я могу прокомментировать идею по поводу рытья туннеля, там, параллельно или под Керченским мостом. Там тоже, я имею в виду в Китае, тоже неплохие изменения происходят, и есть хорошие перспективы на будущее. То есть жизнь, так сказать, становится веселее, приятнее, перспектива более веселой и радостной. Вот поэтому, дорогие друзья, в этот воскресный, надеюсь, светлый день, позвольте закончить это видео традиционным. Слава Украине и ее вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!